Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы на канале «Сделай сам». И давайте так, сейчас будет немножко вступление, затем будет основная жирная часть, а в конце мы уже подведем все итоги. Соответственно, в этом видеоролике я хочу вам показать и рассказать, как можно зарабатывать в гараже или в мастерской, делая своими руками домики на колодец. Заранее хочу ответить на вопрос. Кто-то будет ныть в комментах или что-то говорить, типа у тебя мастерская, полно инструмента, тебе это легче. Да, возможно, мне это не то, что легче, мне это быстрее. Но по факту, как я начинал, то есть у меня была одна пила, шуруповерт и ведро саморезов, все это реально, все это доступно. Конечно, с набором инструментов ты сделаешь это быстрее, но, как показывает практика, все возможно. Далее, хочу ответить сразу на популярный вопрос, который я иногда слышу от своих знакомых. Так как, делая домики на колодец, всем кажется, что это сезонный товар, то что только летом, только весной или только осенью. На самом деле практика показала, что интересно, скажем, вообще в любое время года. То есть независимо, что у нас сегодня, осень, зима, весна, лето, весной спрос больше, осенью спрос больше, лето, зима одинаково, потому что есть люди, которые и зимой копают колодцы, и зимой делают ремонт, кто-то живет постоянно, и летом. В общем, спрос на этот продукт есть. Далее, важный момент, друзья. Чтобы понять, насколько есть еще на этот товар спрос, надо полазить по объявлениям, по доскам, по своему району, городу и посмотреть вообще, кто что продает, в какую цену, покататься по строительным базам, посмотреть наличие этого товара. Соответственно, в моем районе объявлений практически нет или максимум одно. Ценник там завышен, чем продаю я, поэтому мне выгодно производить домики на колодец. Что касается себестоимости, цены, заработка, это все увидите в процессе видео. А сейчас я вам желаю приятного просмотра. Буду делать короткие паузы, объяснять, рассказывать, что, как и почем. И вам это будет интересно, полезно, и, возможно, кто-то начнет потихоньку ковыряться и, да, скажем так, зарабатывать дополнительный доход. Также, чтобы вам было это интересней, вот сюда я расположил маленькую видеокамеру, чтобы я не отвлекался, не объяснял вам, сколько там размер, запил. Я прикреплю ссылку, где я подробно рассказываю, как можно построить домик на колодец своими руками. А в этом видеоролике давайте попробуем собрать кратко, быстро и по делу только бизнес в гараже. Сколько надо денег, чтобы собрать, сколько времени, чтобы его собрать, за сколько можно продать, сколько можно заработать и так далее. Поэтому, друзья, не тратим время, включаем быструю съемку и будем через минутку-две делать паузу и подробно разбирать. Поэтому давайте присаживаемся поудобней, наливаем себе вкусного чая и погнали. Так, друзья, давайте небольшой фидбэк. Прошло 45 минут, то есть 45 минут я собирал основание. Основание, я вообще работаю с доской сухой, строганной, то есть она чуть дороже, чем обычная доска естественной влажности, но она легче в обработке. Смысл в чем? Если мы берем доску естественной влажности, то, чтобы было красиво, ее как минимум надо будет прострогать. Это время.
Я пробовал и так, оно того не стоит. Плюс доска естественной влажности, она потом рассыхается, ее крутит. И я делал своим, то есть там за копейки буквально из доски естественной влажности, чтобы, ну, тест, посмотреть, как она себя ведет. Она рассыхается, ее крутит, вид стрёмнее, плюс ее сложнее окрашивать. Поэтому я стал работать только с доской сухой, строганной. Как тут можно сэкономить? Сэкономить я беру доску нестандартную, то есть у меня доска 120 ширина. То есть ходовая самая идет 95-я, 145-я, то есть для строительства дома. Она чуть дороже. Я беру 120-ю, она чуть дешевле. Это раз. Далее, все у нас склеено, то есть также я делаю, закрепляю доски в торец на косой шуруп. Я уже купил себе систему Crack, можно с Китая заказать, она подешевле. Можно сделать самому на первое время. У меня есть штука, сделана своими руками. Сейчас я покажу, чтобы знали. Просто такое соединение намного крепче. То есть вот такая штука у меня сделана своими руками из бруска, 2 втулки металлических. Первое время я пользовался ей. Если будете заниматься, ну, вообще столяркой, мебель делать и так далее, домики на колодец, для начала можно купить с Китая. Я оставлю ссылку, друзья. Тем более пока скидки, то есть под Новый год можете взять, если она вам нужна. Если вы будете ей работать. Если нет, не берите. Можете сделать вот такую самопальную своими руками. На первое время хватает. Далее я все склеиваю на водостойкий клей ПВА D3. То есть это важно, именно водостойкий. То есть он не боится влаги, доска не разваливается, а держится намертво. Также добавляю 4 уголка по углам для надежности соединения. То есть сейчас я уже выпилил направляющие для вертикальных стоек, и можно уже далее собирать каркас. Первый вопрос, какой может возникнуть у обычного человека, да? То есть, конечно, чтобы начинать собирать домик на колодец, нужны какие-то вложения. То есть купить инструмент, допустим, да, либо тот же самый материал закупить. Сначала я рекомендую, друзья, протестить тему. То есть закиньте объявление в своем городе. Попредлагайте услуги свои на строительных базах, потому что вот у меня, допустим, есть знакомые на строительных рынках, и я закинул пару визиток, я говорю, хочешь, если будет кто спрашивать домик на колодец, то есть мы можем с тобой договориться, я могу собрать, ты даешь мой номер, с меня дивиденд. То есть многие так работают, потому что продавцы ничего не теряют, у них распечатка такая моих фоток, домики на колодец под заказ, цена плюс доставка. То есть и ему хорошо, и мне хорошо. Тоже такая тема работает. Далее, друзья, клиенты, люди очень удивительные, скажем так. Есть разные люди. Кто меня знает, кто слышал, кто смотрит, с ними вопросов нет. Я называю цену, объясняю, что туда входит. Допустим, человек согласен, я ему говорю, надо хотя бы перевести половину. Кто-то кидает полностью сумму, оплачивает сразу, но это в основном те, кто меня знает, слышал, следил в Инстаграм, в Ютуб, то есть мне проще, как бы я веду видеоблог. Далее я, кстати, вам подробнее расскажу, в чем еще плюс вести видеоблог. Соответственно, есть люди, которые тебя не знают. Вообще на рынке увидели объявление, позвонили, и никто тебе вперед деньги не перечислит. Как минимум тут надо договариваться, либо встречаться, либо по видеосвязи. Говорится. Я опять же скидываю простые видеоролики, то есть вот я лицо, я живой, я делаю вот такие домики. У меня есть полностью видеофайл, где я показываю, из чего домик состоит. Я делаю самые простые, надежные, которые хватит надолго, то есть без всяких изысков, то есть там всякие там деревянные узоры и так далее. Это все время, и оно не окупается нифига. То есть, да, если у вас много шаблонов, заготовок, то можно как-то это там накинуть там 500 тысяч рублей, сделать какие-нибудь узоры там, но пока такого не было. То есть, в основном, когда у меня остается вагонка от заказа, то есть я могу сделать какие-нибудь узоры, там самопальные, лобзиком быстренько сделать, оно смотрится посимпатичнее, кому-то это надо. В основном заказывают стандартный, рабочий, надежный, просто домик на колодец, чтобы был аккуратный, красивый, покрашен, то есть и функционировал. Все, я пока на этом остановился. Возвращаемся к моменту, как закупать доску. Я стараюсь закупать на один домик вперед. То есть вот я сейчас его соберу, завтра, послезавтра я поеду, куплю доску. Я знаю, что я его продам, то есть я уверен. Поэтому я закупаю. Как тут можно поступить? Первое, либо у вас должны быть свои финансы. Второе, какие-то отложенные. Второе, можно попросить у друзей, у знакомых. Но это такая тема, скажем, как сказать, как потерять друзей, да? Дай другу в долг. Потом он тебе не отдаст, и ты его потеряешь. Поэтому я стал делать проще. У меня есть кредитная карта Альфа-банка. Плюсы в чем, друзья? Сейчас я расскажу вам о плюсах и расскажу, почему не стоит ее брать. А почему стоит?
Плюсы. У меня тут сумма до 100 тысяч, то есть я могу тратить 100 тысяч в течение 3 месяцев, и у меня получается в течение 3 месяцев я их должен вернуть. Можно снимать наличку, плюс к этой карте делаете дебетовую и вообще кайфуете. Вы просто платите все покупки дебетовой картой, то есть вам возвращается кэшбэк, я могу дальше показать. Все вообще работает классно, никаких баллов, все возвращается в рублях. То есть каждый месяц там плюс-минус 3-5 тысяч, то есть я возвращаю кэшбэком. Карта годная, отличная. По сути, вот это ваш лучший друг. Да? О чем я хочу вас попросить. Если вы будете брать эту карту, пожалуйста, научитесь ей правильно пользоваться. Если вы возьмете карту, побежите себе покупать телефон, там, одежду, но нафиг не берите эту карту. То есть у меня она чисто для работы. Я пошел в магазин, оплатил ей, знаю, сколько я потратил, записал себе, допустим, там, ну, можно в онлайн-приложении посмотреть, можно записать в блокноте, да. Я сделал заказ, мне оплатил клиент, чаще платить на дебетовую альфа-карту, потому что там хороший кэшбэк, хорошие условия. Потом с дебетовой карты я перевожу на кредитную, сразу как только я сдал заказ. Буквально там в течение 2 недель, то есть все, я возобновляю полностью свой, допустим, полностью сумму, и все. У меня банк не хавает ни процентов, я ничего не должен, у меня все работает. То есть сломалась у меня пила, да, то есть я знаю, что у меня есть заказы, я пошел, оплатил картой. В течение 3 месяцев я знаю, что я верну эти деньги. Если вы, друзья, ни хрена не умеете пользоваться вот такими картами, то не берите. Но, как говорится, попрыгав по интернету, прочекав все банки, я понял, что вот карточка Альфа-банка, то есть кредитная, 100 дней без процентов, можно снимать наличку, это самое годное, то есть на сегодня, что есть на рынке. Поэтому, если умеете пользоваться, я вам рекомендую, ссылка есть в описании. Не умеете, сомневаетесь, вы там шопоголик, начнете все скупать, нахрен не берите. Лучше тогда уж, не знаю, откладывайте деньги на первый строительный материал, на какой-то инструмент, и тогда потихоньку двигайтесь, друзья. Как бы я работаю так. Заказали пару домиков, в наличке денег нет, я пошел, с кредитки оплатил, закупил материал, сделал домики, получил с них прибыль, получил с них также, отбил материалы, эти деньги сразу с дебетовой перевел на кредитную, все, я никому не должен. Плюс у меня есть прибыль. Поэтому вот так можно работать. Только главное все, чтобы было правильно. Не надо скупать, как, не знаю, кто там, забегаешь в магазин, о, хочу это, хочу это, хочу это. Нет. Если работаете правильно, вы кайфуете. Это ваш лучший друг, который всегда вам даст деньги. Так, с этим разобрались. Откуда брать первые деньги? Потому что я знаю, в комментах будут писать, вот, конечно, там надо сначала найти доску, найти это, закупить это. Поэтому, надеюсь, мы с этим разобрались. То же самое, что касается инструмента. Как я сказал в начале, да, у меня мастерская, все это покупалось с годами. Это не вчера я просто зашел, построил, все это закупил. Это все собирается годами. Поэтому потихоньку, полегоньку ты закупаешь какой-то инструмент, ты его окупаешь, ты работаешь. Так, ладно, заболтался. Я люблю поболтать, могу много чего рассказать. Поэтому переходим назад к домику на колодец. Сейчас обычно на этом этапе я начинаю собирать барабан. В данном колодце у меня есть барабан, то есть у меня заказчик, ну заказчица, скажем так, попросила собрать новый домик на колодец, я приехал, посмотрел, у них барабан живой, поэтому сюда барабан я изготавливать не буду. Я сделал им скидку, думаю, в процессе ролика я дальше расскажу, сколько чего стоит, чтобы вы знали на сегодня, то есть цены у всех разные, но я вам расскажу себестоимость этой конструкции плюс какая прибыль и на чем еще можно дополнительно зарабатывать. Соответственно, барабан у меня есть. Сейчас я принесу барабан, буду замерять стойки, сверлить в них отверстия. Ну, в общем, дальше все увидите. Так что работаем.
Так, друзья, пока у меня клеится заготовка, есть пару минут поболтать и немножко рассказать. Заготовку я клею из 3 досочек вот сюда, чтобы был ограничитель для барабана, чтобы когда его будут крутить, он не выскочил из того отверстия. А так у нас каркас полностью готов, то есть все усилено, проклеены уголки, то есть можно уже смело зашивать вагоночкой. Но сначала вклею втулку, потом вклею вот сюда в паз также в отрезок, который вырезал, чтобы барабан сидел на своем месте. Так, сейчас я хочу поговорить о себестоимости. Смотрите, друзья, я покупаю 3 досочки сухой строганных 3-метровых, 120 ширина на 40. Одна доска, если память не изменяет, 200 рублей. То есть 3 доски, 200 рублей за метр. Это учитывайте. То есть 600, 1200, 1800. 1800 это у нас доска нижняя, широкая, 120. Бруски. Бруски сюда надо также 3 бруска. Я беру 50 на 50. Можно 40 на 40, я беру 50 на 50, потому что когда будем делать дверцу, брусочек можно будет распустить, и он у нас будет каркас для основания дверцы. Также 3 бруска, а один брусок 200 рублей. Будем округлять. Тем более сейчас цены прыгают, надо все отслеживать. То есть 1800 плюс 600, 2400. Барабан. Барабан можно найти бесплатно, соответственно, найти бревно, да, его распилить бензопилой, накидать там в багажник. Я беру на пилораме, где привозят бревна и распиливают на доску. 1 метр мне продают за 100 рублей. Просто знакомый, как говорится, не парится, говорит, 100 рублей, вон, бери метр и все. То есть барабаны бывают в основном ходовые и метровые, но я стараюсь всегда брать в размер. Тут просто у нас уже есть барабан от заказчика. А так я беру также, напиливаю по месту по 1,20 м. Лучше я в мастерской их допилю, если мне надо. Ну, 100 рублей даю чисто символически за одну штуку. Итого у нас было 2400, 2500. Металл, труба. Тут она есть. Я покупаю 20-ю трубу, как она, водопроводная, обычная. То есть ее крашу краской. По металлу сейчас не скажу, но тоже это в рублях, рублей 100 уходит. Сюда надо буквально 1,20 м трубы. То есть там кусочек у нас 30 сантиметров, и тут буквой Z. Я обычно свариваю, и все. То есть 100 рублей, 2600. Так, друзья, вагонку у нас я брал осину. Это еще старая закупка с моей скидкой 810 рублей пачка. Сюда уходит 2,5 пачки, я уже знаю, то есть полпачки остается, идет на следующий колодец, я немножко экономлю. Итого у нас 2600 плюс 2400, это уже 5000 рублей. Крепеж, саморезы в основном использую 80-ка, сейчас 80-ка закончилась, по бокам уже пустил по одному сотки. То есть, ну, 80-ки, как правило, хватает, ну, можно 85-е, желтые использую. ПВА-клей, это расходник, то есть... Ну, давайте по 100 рублей накинем, 5200. Далее у нас идет краска. Я использую масло для террасы садовой мебели. Опять же, все зависит от заказчика, потому что бывает, говорят, мы сами покрасим. В покраску я добавляю просто 500 рублей. Потому что я крашу также по металлу краской металл, барабан. Также крашу полностью весь домик. То есть я на это беру в материалы 500 рублей. Итого у нас 5700. Из допов, если я говорю, когда вот собираем домик под ключ, это я покупаю ведро 12 литров, покупаю трос, но я узнаю, какая глубина колодца, обычно трос 15 метров покупаю. То есть трос 15 метров, карабинчик, ведро за 200 рублей. Так, итого у меня набегает, я округляю, около 6000 рублей. То есть 6000 рублей это только материалы. Понятное дело, что где-то по скидке, где-то по знакомым мне это выходит где-то в 5, там даже в 4500 рублей, потому что доску я покупаю по скидочной карте у знакомого, но доска хорошая, то есть вообще никаких, то есть просто она нестандартная, 120-я, поэтому она стоит дешевле. Брусок у меня остается, бывает, от стройки дома, от какого-то объекта, то есть я либо 40 на 50 использую, либо 50 на 50. Вот в данном случае 50 на 50, это вообще я его не покупал, он у меня остался с объекта. Трос я закупаю тоже по скидочной карте, плюс это все я плачу дебетовой картой, мне оттуда еще приваливает кэшбэк, то есть, но по факту, вот если обычный человек пойдет покупать сейчас в магазин, материалов у него уйдет на 6000 рублей. Поэтому, друзья, вот такой можно сделать вывод. Себестоимость домика хорошего,
чтобы все с проклейкой на клей, чтобы надолго это хватало, чтобы не болталось. Ориентировочно 6000 рублей. Поэтому, друзья, сколько вы накинете сверху, это уже вопрос к вам. Понятное дело, что, как я и сказал, если есть знакомые связи, вы строитель, где-то материал остался и так далее, то есть вы его можете собрать там за 3000 рублей. Да? Полено можно достать, доску можно использовать естественной влажности, ее отстрогать, где-то, не знаю, брусок тоже может где-то достать, или распустить доску 120 на 3 части, будет 40 на 40. Но это, конечно, все доп. Работы, и оно не окупается, потому что вы тратите время. Сейчас мы начали в 7:15, сейчас я на часах смотрел, где-то 2,5 часа я ковыряюсь, то есть каркас уже готов. Мне осталось зашить все это вагонкой, это очень быстро, особенно с пистолета, вырезать дверь, повесить трос, повесить ведро. Трос тут ржавый, ведро еще пойдет, трос я заменю. И покрасить, в принципе, 6 часов времени, и домик собирается. Сколько можно заработать на этом домике, сейчас я вам скажу в процессе видео. Также я вам скажу, на чем еще можно зарабатывать, друзья. И будет у меня к вам вопрос. А мы не скучаем и продолжаем. Обшиваем все вагоночкой. Итак, друзья, давайте немножко подведем итог. Мы собрали домик. Ушло у меня по времени около 6 часов. Я это делал примерно все нон-стопом, то есть, с маленькими передышками, буквально глотнуть глоток воды. Вообще, вот так, без съемки, без камеры, без всего, то есть я это обычно делаю на легке, на лайте за один день. Итак, что мы имеем, друзья? Нам осталось только покрасить, и, в принципе, завтра-послезавтра уже можно его везти своему заказчику. Отвозить буду тоже я. Сейчас я хочу начать. Первое. У нас уходит около 6000 рублей, это себестоимость. Можно где-то чуть дешевле, чуть меньше, но вот как показывает практика, из-за того, что скачет материалы, то есть 6000 рублей, это вот
стоит только материал. Сколько тут зарабатывать? Во-первых, я, может, в начале видео говорил, стоит прочекать, посмотреть цены на сайтах, поездить по строительным базам, посмотреть, какие домики и почем продаются. В нашем районе у нас на какой-нибудь строительной базе, рынке самый простой домик стоит от 14 тысяч рублей. Он может быть не покрашен, он может быть без ведра, без троса, нету вот таких разных там узорчиков. Просто обшит вагонкой, стоит барабан какой-нибудь там криво сваренный крюк для того, чтобы крутить барабан. Это стоит от 14 тысяч рублей. Чтобы этот домик забрать самому, если у вас есть прицеп, взрослые мужики, хорошо. Обычно берут доставку. Доставка у нас стоит 100 рублей километр. То есть по городу это средний чек, по району 1000-1500 рублей. Итого вам выходит в 15 тысяч. То есть как я делаю, то есть, зная стандартную цену 15 тысяч, то есть, конечно, мне выгоднее продавать чуть дешевле. То есть у меня цена прыгает там от 13 тысяч, то есть 13-14. Когда как, в зависимости, что мы делаем, куда везем и так далее. То есть, во-первых, маржа, то есть за 6 тысяч материал мы купили. Я стараюсь зарабатывать минимум 5000 в день. То есть, если я делаю домик, я знаю, что пятак я заработаю. Это меньше не может быть, друзья. У меня такой принцип. Всем рекомендую тоже себе ставить какие-то, скажем, границы и потом еще стараться выходить за рамки. То есть вот у меня любая работа, если я куда-то еду строить, кому-то что-то ремонтировать, там что-то по строительству дома, мебель, то есть холодная ковка, я могу рассказать очень многое. То есть любая такая работа, где требуются руки, адекватный человек, то есть со своим инструментом, у меня стоит за день это минимум 5. То есть меньше я не поеду. Это значит не мой клиент. Соответственно, собрав домик, за 6 тысяч материалы, я могу смело накинуть 5, это уже будет 11, но зная цены по рынку, то есть я ставлю 13. Это раз. То есть маржа у нас 6-7 тысяч на домике. Далее, чаще всего его просят привезти. Доставка по городу 1 километр 100 рублей. Я беру 50 рублей. Соответственно, нам надо будет отвезти в СНТ. Ехать я посмотрел где-то 27 километров. То есть 500, 1000, 1300, где-то вот так я возьму еще за доставку. Итого у нас 14, допустим, уже будет 15 300. Все равно клиенту это выгодней, потому что ему, все хотят сэкономить, понятное дело, там 500, 1000 рублей, 2, то есть ему надо было бы заказывать там где-то из города домик за 15, плюс к нему повезут, возьмут 2-2,5, итого у него выйдет там 17 500, 18 тысяч. То есть мне он отдаст в районе 15, то есть 15-16, то есть и ему хорошо, и мне хорошо. Далее, друзья, на чем еще можно зарабатывать? Как я уже и сказал, я это все снимаю на видео и выкладываю в интернет. Сегодня мы живем в цифровом веке, друзья. Можно снимать видеоролики и зарабатывать. Кстати, если вам эта тема интересна, напишите в комментариях. Если мы соберем хорошую активность лайков, комментов, я пойму, что вам это интересно, я могу дальше рассказывать, потому что тем таких интересных бизнес-гаражей, на чем можно зарабатывать, я сейчас официально работаю только на себя, поэтому я могу поделиться своим опытом, найти единомышленников. Мне это полезно, как и для себя, немножко поразвивать мозги, скажем, извилинами пошевелить. И вам интересно посмотреть, на чем можно делать деньги. Поэтому, что касается видео, я вот собрал домик, я снял для вас видео. Соответственно, я даже и на видео тоже заработаю. Поэтому... Если вам эта тема интересна, знаете, как сделаем? Вот так. Если вы реально хотите, чтобы я снял видеоролик, чтобы вы посмотрели, как это все работает изнутри, я оставлю простую анкету под видеороликом. Те, кто найдет 2-3 минуты, заполнит эту анкету, для вас, друзья, будет бонус. Я вам расскажу 5 способов. Вот просто расскажу, как можно зарабатывать на видеороликах, то есть снимая свою деятельность. То есть вот я делаю самоделки, поделки, я это снимаю на видео и также на этом зарабатываю. Поэтому, друзья, если вам это интересно, влепите лайк, напишите коммент, потом зайдите быстренько в описание, друзья.
Заполните анкету, мне так будет проще понять ваше мышление, то есть что вы интересует, что вы хотите, на что стоит обратить внимание. И исходя из этого, друзья, я буду уже вам делать следующие классные, интересные, а самое главное, жизненные видеоролики. Поэтому, друзья, спасибо вам за просмотр. На сегодня это у меня как хобби, дополнительный заработок, когда есть доход. Кто будет повторять эту тему, эта тема рабочая, друзья. Делайте фотографии, когда сами соберете домик. Снимите на видео, покажите каждый край, бок, какая доска используется, потому что клиенты бывают разные, и с людьми, к сожалению, очень тяжело работать, потому что есть простые клиенты, которым ты отправил видос, показал, где-то там, может, вагоночка на 2 миллиметра выступает, то есть я это все показываю, то есть я делаю самые простые домики. Почему я оставляю вот такие по 5 миллиметров швы, зазоры, то есть почему тут зазоры, то есть, ну, это все нюансы, и надо клиенту объяснять. То есть это делается для того, чтобы когда доска будет набирать влагу, расширяться, то есть чтобы у него ничего не расперло. Так, ладно, болтать можно вечно. Спасибо вам за просмотр, друзья. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам эта тема реально интересна, будем продолжать. И мне полезно, и вам классно. Так, друзья, все, колодец установлен. Как говорится, ребята довольны, люди. Ведерко стоит. Я обычно креплю вот сюда двумя саморезами. Это когда при перевозке. И они остаются он для крючочка. Как бы все окей, все нормально, водичка есть. Все как надо. Можно пользоваться. Вот он, кстати, старый колодец. Я вам дам совет, друзья, никогда не используйте краску. Если будете там сами делать, либо покупать домики, лучше сами красьте маслом, потому что краска со временем, особенно на солнце, превращается потом в такую труху, и вот это все попадает ну, к вам в колодец. Плюс, если вы захотите перекрасить его, то придется шлифовать. Это как минимум надо будет домик снимать с колодца. Поэтому обрабатывайте лучше маслом. Оно вот так не шелушится. Вот так вот, по словам хозяев, прослужил сколько он? Около 10 лет. Ну, я сказал то, что десяточку тоже смело прослужит, если еще вот годика через 2 повторно обработать маслом, и все будет в шоколаде. Так что вот так, друзья. Как сказать, в чем сказать наставление? Зарабатывайте макулатуру и получайте кайф, особенно когда работа идет в удовольствие. Ну а я поехал дальше. Всем хорошего настроения и побольше вот таких фиолетовых бумажек. Пока-пока.